Друзья, всем привет! Сегодня будем готовить новое блюдо, которое называется слойка со шпинатом и сыром. На русский манер можно называть слоеный пирожок со шпинатом и сыром, или на швейцарский манер это называется шпинатно-сырный штрудель. В Швейцарии блюда со шпинатом очень развиты и очень популярны, потому что швейцарцы знают, что в шпинате очень много белка, очень много полезных микроэлементов, и то, что он дает очень много силы и энергии. Помните, как Папай-моряк съедал шпинат, и потом у него была большая бицуха? Сейчас я расскажу, какие ингредиенты вам понадобятся. Конечно же, нам понадобится слоеное тесто. Рецепт слоеного теста можете посмотреть вот здесь, по этой ссылочке. Также, конечно же, нам понадобится шпинат. Смотрите, в булочном мы используем шпинат замороженный. Вот написано шпинат. Вот таким образом он выглядит в размороженном состоянии. И если в России такого шпината вы не найдете, можете спокойно покупать листики свежие, просто их тоненько нарубать, в блендере перемешивать, и получится вот такая консистенция. Значит, шпината нам понадобится 300 грамм. Также нам понадобится 150 граммов сыра. В свой рецепт я добавляю обычно сыр грюйер и сыр моцарелла. Кстати, обратите внимание, что в России у нас моцарелла выглядит чуть-чуть по-другому. Да? Это такая белая вещь, которая плавает в сиропе. Здесь моцарелла чем-то напоминает наш российский сыр. Примерно вот такая консистенция. Значит, 150 граммов сыра. Вы можете брать российский сыр, можете брать чеддер, можете брать, вообще вот любые сыры, которые вам нравятся. Сулугуни, кстати, я думаю, тоже будет очень вкусно со шпинатом. Вот, кстати, на заметку это возьмите. Плюс нам нужно 20 граммов горчицы, 20 граммов майонеза, 20 граммов... У меня здесь, значит, китайский соус, он острый. Вот, можете спокойно использовать аджику. Ну, что-нибудь такое пикантное и острое. Также нам понадобится одно цельное яйцо для добавления в массу. Лук во фритюре. Ну, можете использовать свежий лук, если в магазине такой не найдете. И 30 грамм панировочных сухариков. Также один из основных ингредиентов и очень важных и интересных — это пудра из чеснока. Но можно добавлять натуральный чеснок. Это опять же мы булочно используем для ускорения, да, то есть для ускорения приготовления всего этого. Можете использовать чесночную пудру, щепоточку, либо зубчик чеснока. Также по вкусу мы добавляем куриный, значит, кнор, кубик магги, если еще есть такие в России, вот, щепотку соли и сушеную зелень. Сушеную зелень, либо вы можете использовать настоящую петрушку, укроп. Вот в прошлом видео про слойку с брокколи, вот можете ее тоже посмотреть. Я рассказывал, что здесь в Швейцарии невозможно найти свежую зелень. Ни петрушки, ни укропа такого нету. Вот. И также нам понадобится яичный желток для того, чтобы чуть-чуть смазать наши штрудели. И, как всегда, конечно, нам понадобится линейка, ножик и раскаточная машина. Значит, первый момент, который мы делаем, мы просто должны смешать все наши ингредиенты со шпинатом. Смотрите, мы выливаем сюда яичко. Мы высыпаем лук во фритюре. Обязательно высыпаем панировочные сухарики. Я еще раз об этом повторяю, потому что сейчас масса у нас немного жидкая, а сухарики, они впитают в себя всю вот эту вот влагу, и как раз у нас будет потом такая вязкая тягучая масса, которая не будет растекаться по штруделю. Как я уже говорил, добавляем 20 грамм майонеза. Добавляем 20 грамм горчицы. Добавляем 20 грамм китайского соуса или аджики.
берем щепотку соли, разминаем в руках чуть-чуть кнора, кубика кнор, добавляем щепоточку чеснока, а также небольшую щепотку сушеной зелени. Теперь все это нам необходимо смешать вилочкой и немного подождать для того, чтобы наша масса могла разбухнуть и чтобы вот панировочные наши сухарики могли вобрать в себя всю ненужную всю влагу. Я хочу вам сказать, что в любом блюде самое важное это начинка. Какое будет тесто, как вы это все преподнесете, укомплектуете, это одно. Но самое главное, вкусная начинка. Вот своей начинки я, можно сказать, довел до совершенства, потому что, обычно это просто смешивают шпинат, майонез и горчицу. Вот, я добавил сюда специи, травы, чеснок. И совершенно теперь вкус играет по-другому. Вот, теперь мы 5 минут подождали, масса немного стала уже застывать. И высыпаем сюда сыр. Высыпаем сыр, все опять перемешиваем. И таким образом у нас масса становится еще более тягучей. И она, видите, даже не падает с вилки. Это очень хорошо. Это нам говорит о том, что наши штрудели, потом наши слойки со шпинатом и сыром не распадутся при выпекании. Пока наша масса застывает, мы можем раскатать тесто. Значит, немного даем муки и раскатываем наше слоеное тесто сначала вдоль, как я вас учил в других видео. Кто еще не видел видео про круассан с орехом или про яблочный штрудель, пожалуйста, посмотрите. Раскатываем поперек, вдоль и пытаемся добиться прямоугольника. Когда раскатываете тесто, не стесняйтесь использовать муку. Это вам поможет, чтобы в том случае, чтобы тесто не прилипало к столу и было максимально удобно его раскатывать. Ну все, в принципе, вот такой прямоугольник меня устраивает. Вообще хочу сказать, что слойка со шпинатом и сыром, вот именно в нашей булочне, это очень популярный рецепт. Люди его очень любят студенты покупать, потому что сразу чувствуешь после вот этого шпината энергию, силу. Ну, сам я, конечно, это еще не пробовал. Вот, ну, наверное, когда-то попробую. Но пока что я сыроед, вот у меня уже 7 лет, получается, стажа. Но все, кто пробует, все говорят, что во. Теперь мы берем линейку, и как и в других штруделях, например, в рецепте про штрудель из брокколи, мы отмеряем 16 сантиметров. То есть у нас будет ширина штруделя 16 сантиметров, а толщина штруделя будет 14 сантиметров. То есть здесь мы отмеряем 14 сантиметров. Можно сразу сделать вот здесь насечки. И теперь на глазок проводим вот такую линию. Это у нас ширина штруделя получается 14 сантиметров и длина 16 сантиметров. Все, дальше мы просто берем нашу массу и выкладываем ее на нашу слойку со шпинатом и сыром. Вот таким образом. Видите, масса настолько хорошая, что она не растекается и не будет портить наше тесто. Теперь делаем вот такие надрезы на каждом штруделе. Это для того, чтобы наша масса, когда будет испаряться влага, чтобы не рвало тесто и спокойно весь конденсат уходил. Теперь верхнюю часть штруделя мы смазываем яичком, видите, его нужно немного. И просто закрываем, придавливая концы, придавая таким образом
форму нашему штруделю. Я очень люблю показывать от третьего лица, когда смотришь сам потом свое видео, такое ощущение, что ты сам их прям через экран монитора делаешь. Наши вкуснейшие слойки, да, с шпинатом и сыром. Теперь, чтобы окончательно придать форму нашему штруделю, мы должны вилочкой вот эти все концы пройтись по ним и таким образом как бы спрессовать, утрамбовать. Теперь наши слоечки со шпинатом и сыром мы выкладываем сразу на подносик. Таким образом. Не забывайте про пергаментную бумагу, чтобы ваше слоеное тесто, ваша выпечка не прилипала к подносу. Теперь нам нужно наши слойки со шпинатом и сыром смазать яичком. Смазываем яичком. И смотрите, для декора можно чем-то посыпать. Например, вот слойки с брокколи, да, слойки с брокколи я посыпал кунжутом. А шпинат мы обычно посыпаем семечками. Посыпаем семечки, потому что сочетание семечек и шпината, оно божественно. Вот. Но в своих рецептах вы, конечно, можете посыпать всем, чем вы хотите. Хотите семечками, орешками, сыром, то есть, или там сушеной зеленью. Это можете уже делать на свое усмотрение. Я поэтому вначале и не даю. Никаких рекомендаций, чем посыпать. Вот. Просто у нас булочная, вот мы посыпаем семечками, но если вы хотите, можете посыпать чем угодно. Все, теперь это отправляем на примерно 20 минут. Печка должна быть разогрета до 210 градусов по Цельсию. Так, ну что, у нас подходит к концу наши 20 минут ожидания. Остается буквально 3 секундочки. Сейчас мы посмотрим. Вот, таймер сработал. Так, посмотрим, что у нас получилось. Надеюсь, все получилось красиво, ничего не вытекло. А то бывает такое, знаете, когда специально записываешь рецепт, не всегда может что-то получиться. Но вроде получилось неплохо. И наша слойка со шпинатом и сыром удалась. Так, еще раз напоминаю, кто не видел предыдущие записи. Ой, горячо. Чтобы проверить готовность, смотрите, если снизу у нас все уже пропечено, и сбоку тоже мы видим, что такой бронзовый оттенок у выпечки, значит все готово. Все, теперь, в принципе, эти штрудели можно отправлять на витрину. Отправляем все это на витрину магазина и работаем дальше. Вот такая красота у нас получилась. Друзья, благодарю всех за просмотр. Теперь вы знаете, как приготовить настоящую слойку со шпинатом и сыром, или шпинатный штрудель, как его называют в Швейцарии. Не забывайте подписываться на мой инстаграм Иван Кузьминов. Не забывайте ставить колокольчик, получать уведомления. Вот. И прямо сейчас бегите в магазин, покупайте шпинат, свежий, замороженный, без разницы какой. Пробуйте, и я уверен, что этот рецепт вас очень обрадует. Также можете эту выпечку всегда замораживать и давать своим детям в садик или в школу. Всем пока-пока и удачи! Всем хорошей готовки!